Всем привет, это DOFA Trading, и сегодня мы посмотрим на индикатор Volume Delta. Я знаю, что вам уже надоели трейдеры, которые постоянно вам показывают индикаторы MACD, аллигатор, полосы Боллинджера, вот эти скользящие средние и так далее. И говорят, что по ним можно торговать и все у вас будет хорошо. Это я прекрасно понимаю. Но вы должны понимать также, что индикаторы, они делятся на индикаторы технического анализа. Есть индикаторы, которые показывают реальный объем, потому что на рынке именно объем движет ценой. Если заходят покупки, то цена, соответственно, растет. Если на рынок заходят продажи, то цена, соответственно, падает. И как раз поэтому мы на канале запустили ряд видео, которые посвящены именно кластерному анализу и которые посвящены анализу объемов. На главной странице вы можете посмотреть все эти видео. А сегодня мы будем говорить именно о дельте и кумулятивной дельте. То есть это разница между покупками и продажами. Если на привычном графике в комьюнити, который мы используем, видим дельту отрицательную, видим, где больше продаж, видим, где реально заходят покупки и где больше рыночных покупок происходит, где дельта положительная, то на TradingView это точно так же все возможно посмотреть. Есть специальный официальный индикатор от TradingView по объему. Это Volume Delta и Cumulative Volume Delta. Они позволяют точно так же отслеживать этот объем. Я советую использовать эти два индикатора вместе и никак не порознь, потому что если вы будете их в разнобой использовать, от этого будет очень мало пользы. Что мы можем видеть сейчас на данных индикаторах? Мы видим, что под каждой свечкой находится вот такой вот серый объем, который абсолютно никакой информации не несет. И к слову, если мы посмотрим на биржу, то под свечкой будет всегда у нас объем зеленого цвета, если свечка закрылась именно ростом. Это очень важно понимать. Вот эти настройки, которые я сделал, это объем серый и белый, потому что я так решил, я себе поставил, чтобы не обманывать себя. И вы себя не обманываете, поэтому смотрите реальный объем, именно объем рыночных ордеров. Под каждой свечкой мы видим на индикаторе Volume Delta вот такие вот столбики, зеленые и красные. И у нас есть базовая линия нулевая, здесь 0 находится. То есть то место, где рыночные покупки, их объем и рыночные продажи приблизительно одинаковые. И получается, что некий баланс на рынке в этот момент происходит. Но когда баланс смещается и начинают заходить покупки, когда этот столбик нарастает, это значит, что покупатели выигрывают в данном моменте. И, соответственно, мы видим, что цена реагирует на эти покупки и происходит какой-то рост. Все эти покупки мы обязательно отслеживаем, конечно, в динамике. То есть мы должны смотреть, какой объем покупок был ранее и какой объем покупок у нас сейчас. Потому что относительно вот этой вот ситуации мы видим, что здесь тоже в принципе есть покупки. Но раньше покупки были гораздо больше. И нужно соотносить эти показатели, какой объем покупок был раньше и какой рост цены при этом произошел. И какой объем покупок происходит сейчас, какой объем проходит по рынку и куда он оседает. Он может действительно толкнуть цену вверх или нет. Если говорить конкретно про данный индикатор и зайти в его настройки, что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть аргументы и использовать кастомный таймфрейм, да, то есть тот, который мы выбираем. И выбирать здесь любой таймфрейм, который нам нравится. То есть мы синхронизируем его под тот таймфрейм, который у нас открыт на графике. Можем использовать таймфрейм, который стоит по умолчанию в индикаторе. Тогда мы будем видеть с вами следующую картину. У нас будут точно такие же свечи на вот этом вот индикаторе. И эти свечи будут иметь тоже цену открытия, закрытия и вот такую вот тень. То есть приблизительно здесь этот график будет тогда похож на такой же свечной график, как мы видим здесь сверху. И в дополнение к данному индикатору у нас, конечно же, идет наш кумулятивный индикатор.
Настройки в этих двух индикаторах практически одинаковые. Вы можете точно так же менять цвет, тело, фитиля, границы вот этой вот свечи объема, да. Можете смещать уровень баланса на рынке, да, то есть чтобы он не стоял на нуле, и убирать метки на ценовой шкале. Но это все такие настройки видимости, они не влияют именно на показания самого индикатора. Что влияет на показания самого индикатора, так это именно в кумулятивной дельте, то, что мы смотрим. Потому что если будут стоять настройки такие же, как и на индикаторе первом, на обычной дельте нашей, то эти графики абсолютно ничем не будут отличаться. Эти графики будут практически одинаковые. И в этом абсолютно никакого смысла нет. Вы должны это тоже точно так же прекрасно понимать. Для того, чтобы какая-то смысловая нагрузка появилась в вот этом вот кумулятивном индикаторе, нам нужно здесь включить таймфрейм больше. И как тогда мы можем использовать эти два индикатора? То есть мы ставим здесь неделю. И как это понимать? Стиль, все здесь одинаковое. Кроме вот этой вот дополнительной функции, что мы можем выбирать два таймфрейма здесь. Два таймфрейма мы выбираем. И тогда этот индикатор будет показывать уже другие показатели будут на нем. Мы будем видеть именно кумулятивную дельту на протяжении того интервала, который мы выбрали. То есть если мы здесь выбрали интервал 1 неделю, а здесь выбрали интервал 1 день, то под данными свечками на индикаторе обычной дельты мы будем видеть действительно по конкретному дню, сколько прошло покупок и сколько прошло продаж. Но если мы подключаем внизу индикатор уже кумулятивной дельты, мы будем видеть разбитие вот этого всего объема покупок и продаж за неделю. То есть условно, если здесь у нас открылась неделя, и мы видим, что здесь заходят то покупки, то продажи, то покупки, то продажи, и ситуация непонятна по данному индикатору, то по кумулятивной дельте мы будем видеть именно такую ситуацию, когда покупки находятся, например, да, дельта находится над нулевой линией. То есть это будет говорить о том, что сейчас баланс не на стороне продавцов. И несмотря на то, что цена здесь даже может корректироваться на минус 2%, да, падать, снижаться, по индикатору кумулятивной дельте мы будем видеть, что покупок все-таки на протяжении всей недели текущей торговой их все же больше. Поэтому это очень важные такие индикаторы, которые на TradingView мы можем вместе вот так вот параллельно использовать. Этот индикатор гораздо удобнее, чем если бы мы смотрели с вами, например, кластерный объем на графике, да, как мы это делали. То есть мы открываем кластерный объем, и мы можем точно так же отслеживать под каждой свечой разность покупок и продаж. Точно так же. Мы наводим здесь на свечку, и здесь точно так же у нас отображается наша дельта. Дельта – общий объем, объем покупок и продаж. Для более детальной торговли, для поиска точки входа на рынке вы можете использовать кластера, но для того, чтобы понимать общую тенденцию на рынке, которая развивается по покупкам и продажам, то я тогда советую, конечно, использовать кумулятивные показатели и показатели текущей дельты. Я надеюсь, данное видео было очень полезным для вас. Обязательно оставляйте свои вопросы и комментарии. Я на все комментарии отвечаю. И если у вас какие-то есть замечания или пожелания, что мы не разобрали, допустим, или вам непонятно, пишите об этом всем в комментариях. Возможно, вы хотите разобрать какой-то другой инструмент, также пишите про него. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, потому что везде у нас есть обучающий материал. В Инстаграме это посты с ситуациями по кластерному анализу, в Телеграме это обзоры рынка, и в колонке Binance Feed в новостной также мы ведем свой анализ по рынку. Поэтому обязательно подписывайтесь, пишите вопросы, ставьте лайк, и до новых встреч!